самое удивительное то, что я говорю об этом, но люди почему-то игнорируют этот момент и акцентируют внимание совершенно на других вещах, то есть на каких-то действиях, на чем-то еще, на ощущениях, на еще что-то. Тем самым, соответственно, выпадает. И фактически, вот когда я сказала, что есть 4 формы реализации тела света, через внимание, да, через сексуальный тантр, через дыхание и через алхимию. Вот через внимание это как раз и есть эта практика. И на протяжении многих лет, когда я эту практику осознала, я думала, что аналогов в мире нет. И вчера, когда я начала смотреть программу Крия-йоги, я нашла эту практику. Но она дается через визуализацию, и она дается через ощущение. А это работа ума, то есть опосредованно. То есть практика похожа, фактически. Я понимаю, какого результата эта практика должна добиться. Но так как она идет с заднего хода, то результативность у нее, в общем-то, КПД очень маленькая. И вот как раз в моей практике отличает то, что я делаю прямой вход, прямое введение. Это касается не только крия-йоги, это касается вообще всех практик, которые сегодня существуют. И это могу сказать совершенно четко. То есть вариант, что тебя учитель каким-то местом впихнет, да? Тогда тебе повезет. Но это зависит не от учителя и не от тебя. Звезды сошлись. Да? Так получилось. Совпало много факторов. И есть, когда тебе дают практику, посвящение, все такое. Но все эти практики, которые даются, они даются для того, чтобы ты обратил внимание на конкретные явления. А так как ты не знаешь, что это за явление, а тебе не могут объяснить, тебе дают это опосредованно. Ну, то есть, вот, например, красная, круглая, с пимпочкой. Что это? Помидор, а я яблоко. Понимаешь? То есть оно похоже, но красное с пимпочкой. Вот. Или солонка, например, да? И человек находит вот эту пимпочку, начинает на нее ориентироваться. А это его очередное ощущение. А это его очередная идея, очередное чувство, еще что-то. И для того, чтобы хоть как-то на этом сконцентрировать внимание, человеку говорят, провизуализируй. Вот. То есть идея такая, что рано или поздно твоя визуализация все-таки перерастет во что-то, что ты заметишь. И заметишь за пределами своей визуализации. Но получается, что для того, чтобы мне попасть в Рим, мне надо поехать там в Канаду. И когда я делаю передачу, когда я объясняю про у человека нет возможности промахнуться. Я ему не даю визуализацию, я ему не даю мантру, я ему не даю еще какие-то там посвящения, которые то-то. Да? То есть есть определенный тип дыхания, который реализует тело света. Я очень часто это показывала на видео. Когда мы дышим вот так, то дыхание смерти. Когда мы дышим вот так, это дыхание жизни. Но вот это дыхание, оно не физическое. То есть, если двигается физика, это еще не погружение в ту область. Не погружение в ту область, которая нужна. Это ключ, это сокровенная тайна. И если мы сделаем
школу. И вот именно этому нужно научиться. Потому что этого нет нигде. И тогда мы начинаем соприкасаться с вот этим вот механизмом. И когда мы соприкасаемся с этим механизмом, и наше внимание с ним соединяется, начинается перемагничивание. То же самое, что ты берешь отвертку и кладешь ее на магнит. Через 3 дня, так как поле магнита более сильное, она перестраивает атомы в самой отвертке, и отвертка приобретает свойства магнита. Она начинает намагничивать предмет. Точно так же, когда ты погружаешься в этот механизм, а это конкретный шарик, то есть это конкретный энергетический орган, он включается в твое миропонимание. Физическое тело начинает перестраиваться. Оно становится фактически жидким. То есть я когда с этим соприкоснулась, у меня начала форма меняться. Любые. Я не стала это делать, я не стала в это погружаться, то есть рассматривать, как можно там эти формы менять сознательно, потому что мне было не до этого. То есть меня интересовали другие процессы, просветления, там все такое, да? И это считается в любом учении побочным эффектом. Потому что если туда погрузишься, знаешь, как в этом анекдоте, как девочка поймала золотую рыбку. Она говорит, ну давай 3 желания. Ну, хочу вот такие уши. Рыбка говорит, ладно, сделай такие уши. Она говорит, еще что? Ой, ну, нос такой хочу. Сделай такой нос. Ну, а еще что? Хвост такой большой, пушистый. Сделала ей хвост. Она говорит, девочка, зачем тебе все это? 3 желания потратила. Лучше бы ума попросила. Говорит, да, а что, можно бы? Поэтому моя методика, она и отличается от того, что не надо выдумывать того, чего нет. Но это требует внимания, это требует погружения. Внимание у людей не воспитано, его надо воспитывать. Это уход времени. А так как времени у меня обычно нет, неделя, 2-3. За 3 недели внимание не воспитано. Поэтому либо приходят люди уже с воспитанным вниманием, и тогда вообще им надо только создать условия и не мешать. Либо нужно создать условия и воспитывать внимание, на это уходит время. Для этого нужен монастырь, центр, душа. И четко разделить. Одна, кстати, из претензий, которые мне тогда предъявили, сказали, ой, так это же можно было за 2 недели все дать, а мы месяц это изучали. Понимаешь? А это глупость. Да, я тебе могу рассказать. Я тебе могу рассказать это в течение часа. Все. И что? Ты это сделал? Если ты что-то хочешь сказать вот этим людям, которые туда будут приезжать, может быть? Да. У меня есть одно очень серьезное заявление, которое я никогда не делала. Мне все равно, кто туда приедет. Мне все равно, что люди будут делать. Даже если никто не приедет, это никак не повлияет. Я не заинтересована. Это принципиально. То есть я буду работать с собой. Если кто-то хочет присоединиться, я сделаю все, чтобы человек получил то, что он может взять. Но это моя личная практика, и это его личная практика. Это другое качество. Я не хочу объяснять человеку, что ему нужно. Это другое. То есть
Если он понимает, что ему нужно, он это получит. А давать ему больше, чем он может взять, у меня был случай. Не один, кстати. Когда люди говорят, сделай за меня, я говорю, хорошо, я отстрою тебе структуру. В этом сложность. Проблема в том, что для человека это оказывается слишком много. Знаешь, фишка в том, что когда ты сталкиваешься с большим, чем ты можешь взять, логика не работает. They found its perfect place. Yeah, no. It enriches the possible. Let's check. I thought maybe the bear was something negative. She was just checking on her. You know, energetic. Лекция, которую я сейчас проведу, The lecture that Olga is going to give now есть в интернете. is online already. Это вступительная лекция. It's an introductory lecture. И вы сможете ее еще раз послушать. And you are able to rehear it once again. Потому что это конкретный материал для практической работы. Because this is a certain material for practical working. То есть я с самого начала объясняю четкие ступени, четкие шаги, которые человеку и паре нужно пройти. So from the beginning on, Olga will tell you certain steps which the pair has to go through and what results will appear. И я не рассчитываю на вашу память. And Olga is not counting on our or your memory. Поэтому для того, чтобы вы не сбились и не запутались в последовательности, вы всегда можете к ней вернуться. So in order for you not to get lost, not to be confused by the steps, and to make everything correctly, you have this opportunity. Но мало понимать последовательность. But it's not enough to understand the steps which comes. Необходимо получить конкретное переживание, конкретный опыт, чтобы у вас была чувственная память. It's very important to get real experience, to touch this feeling of the process in order to have emotional memory. Это передача. This is transference, Чтобы вы могли потом постоянно возвращаться уже в знаемое. so you can return after this lecture to the Опыт, который я вам буду передавать, path which Olga is giving связан с реинкарнационной памятью. is connected with her memory from her reincarnations 3500 лет назад 3,500 years ago в древнеегипетском монастыре. in an ancient Egyptian Ту девушку, которую можно назвать моей прошлой инкарнацией. the girl which we can say is a previous reincarnation of Olga, Проходила 12-летнее обучение в закрытом монастыре. underwent a 12 years long education in a temple, in a monastery. И это учение сохранилось у меня полностью в памяти. And this teaching remained completely in Olga's memory. А сегодня оно полностью утрачено. And as for today in the society, this is completely lost. Его просто нет вообще нигде в целостном виде. In a complete picture, as a complete teaching, it is nowhere to be found.
Очень редко я встречаю девушек, которые так же, как я, помнят похожее обучение. And very seldom Olga meets women who already got this education as well. У них есть этот опыт и есть паранормальные способности, которые обучали в таких монастырях. They have this experience and they also have these abilities which were taught in this monastery. Но чаще всего это какие-то отдельные темы или какие-то обрывочные техники. But most of the time those are separated topics of the whole. То есть полностью система нигде не So представлена. the whole system is nowhere to be found. И когда я решила передавать эту систему, And when Olga decided to give this system, передо мной стала очень интересная задача. a very interesting task appeared before Olga. Как можно за 7 занятий обучить людей тому, чему меня учили с детства на протяжении 12 лет. How can we transfer this knowledge during these 7 days when this knowledge was taught during 12 years to this reincarnation of the information within Olga now? И я нашла очень простой и эффективный способ. And Olga found this very easy and simple way. Я взяла известные техники, которые адаптированы под восприятие современного западного человека. Olga took traditional techniques which are adapted to the point of view of the modern Western society. И, возможно, вы даже делали эти техники. And you probably or maybe have experienced these practices, made contact with them. И это здорово, потому что ваш ум их пропустит, они для вас не будут неожиданными. And this is great because this way your mind will pass it, allow it to take place in your body. Но разница в том, что в процессе выполнения этих техник я добьюсь того, чтобы у вас получился совершенно другой опыт. But the most important thing is that concerning the execution of these practices, Olga will make sure that you get the right experience, so you can reach the right results. То есть не тот опыт, который люди получают, выполняя эти техники где-то в другом месте. So it is not the same experience which you get if you execute these practices separately or under other in other teachings. От вас потребуется очень концентрированная работа. And Olga asks you, what is needed from you is very concentrated work. Потому что конечный результат, к которому мы должны прийти за 7 занятий, Because the end result that we have to achieve after the 7 sessions основывается на очень глубокой восприимчивости энергии. is based on a very deep and profound acceptance of sensitivity of energies. И поэтому время, которое мы будем находиться в отдыхе, вне занятий, So that's why the time out of the sessions, я попрошу вас посвятить именно наработкам энергетических практик. Olga asks you to devote this free time to practice these exercises. Необходимо понимать, It is important to understand here что отдельно учение сексуальной тантры никогда не существует. that a separated teaching such as sexual tantra
never did exist in the history to begin with. И то, что сегодня преподносится на Западе как учение сексуальной тантры, это, я бы по-русски сказала, каламбур. And the Western teaching, or the Western version of the teaching of sexual tantra that is taught today is, to put it simply, confusing. Я вчера услышала хорошее выражение «цирк на конной тяге». Olga heard just yesterday, this formulation of the sentence circus Цирк на конной тяге. на конной тяге. Circus pulled by a horse. I don't know. I have to translate it. То есть надергали каких-то различных техник, So a lot of different techniques were gathered together. и чаще всего сыграли на сексуальной подавленности людей, когда разрешили, как бы, в курсе разрешили много вольности. And most of the time they used the sexual suppression of people in order to motivate them, and this way they allowed, so to say, more sexual action during the exercises, during the sessions, lessons. То есть чаще всего то, что сегодня на Западе преподносится как сексуальная тантра, это такие курсы свингеров с рассуждениями о духовности. So most of the sessions which are called sexual tantra in the Western culture as for today are, so to say, kind of swinger clubs where people talk about spirituality. Что такое тантра? What is tantra? Сам термин тантра имеет огромное количество переводов, The word itself has a lot of translations, но основной перевод это утоп. but the genuine translation, so to say, or the mostly used is like this. Так вот, тантра это то осознание, So tantra is the certain kind of consciousness которое вплетается в ткань реальности. which interferes in the matter of reality. То есть фактически можно сказать, что тантра это постепенное погружение в реальность. So in other words, you could say that tantra is a steady dive into the reality. Я все время делаю акцент на очень важный момент, независимо от того, какой это курс тантры, дыхание, бритарианство или еще что-то. And Olga always wants to make one point very clear, not depending on what course, what lecture it is, may be tantra, breatharianism, or pranic breathing. Человеку очень легко заблудиться в своих представлениях. It is very easy to get lost in our own imagination. Например, вы что-то визуализируете. For example, you visualize something. Предположим, течение энергии по позвоночнику. For example, the flow of energy along your spine. И вы концентрируетесь на позвоночнике у себя на спине. And you concentrate on your spine, on your sensations there. Вы направляете туда внимание. You point your attention at this space area, И, естественно, у вас появляются какие-то ощущения. and logically, some sensations appear. Вы направляете внимание на палец, вы начинаете чувствовать палец. Same happens if you point your sensation at your finger. You will receive some sensations from the finger. И вы эти ощущения начинаете классифицировать или распознавать как ту желаемую практику, которую вы делаете. And you begin to classify this sensation for your desired practice, for your concluded practice. То есть вы чувствуете какие-то ощущения в позвоночнике и говорите, о, это у меня кундалини. So you feel some sensation in the spine and you say,
oh, alright, this is a result from the practice, this is the Kundalini. Но это может не иметь вообще никакого отношения к Кундалини. But it may also have no relation to Kundalini at all. Но вы верите в то, что Кундалини поднималась, и в следующий раз вы пытаетесь вызвать такие же ощущения. But you believe that this is due to the rise or ascent of the Kundalini, and next time you try to have the same result, the same experience. И таким образом происходит очень много неточностей и очень много непонимания. And this way a lot of misunderstanding and misguided practice happens. То есть миллионы людей занимаются практиками, а результативность практически нулевая. Millions of people are doing practices, but the results are like not existing at all. И мне очень часто задают один очень личный вопрос. And Olga is very often asked this personal question. Мне говорят, если у тебя произошло растворение тела в свете, Olga is asked if your body made the experience of dissolving in the light, и ты осознала, как это происходит, стало в свете. and you became aware of how this process is going on, so why didn't you stay there? Потому что этот процесс мне стал абсолютно очевиден и понятен. Because indeed this process becomes totally obvious and clear to Olga. Но буквально за некоторое время до такого опыта But shortly before she had this experience, произошло одно очень интересное событие. very interesting thing happened. Я прочитала книгу, она называлась «Великие мастера Тибета». She read a book, it was titled The Great Masters of Tibet. И там описывалась одна сцена. And there was a scene described. Была такая женщина-учитель, тибетская мача Лобдран. There was a female teacher, Tibetan teacher. И у нее был муж, She had a husband. тоже очень сильный йог. He was also very strong yogi. И они были в монастыре. And they have been in monastery, in a temple. И однажды монахиня ночью вышла на улицу и увидела, что в одном из зданий случился пожар. And during one night, one of the nuns went outside in the night and discovered a fire in a house. Она схватила ведро воды и побежала туда тушить. She took a bucket with water and ran to the fire. Но когда она туда прибежала, But when she arrived there, оказалось, она увидела две сферы, одну белую, другую красную. she discovered two spheres. One of them was white and the other was red. Эти сферы светились и сливались между собой. These spheres have been shining and merging with each other. И она поняла, что происходит, и не стала мешать. And she understood what was going on and didn't interrupt this process. И мне было очень интересно испытать такое. And Olga was very much interested in experiencing this process. Но я не нашла мужчину, с которым бы мы могли дойти до этой стадии и прожить такое. But she didn't find a man with whom she would be able to reach this step and make this experience. Но на астральном уровне я этот опыт осуществила, и это именно так было. Сливались две сферы. But on the astral level, she realized this experience, and it was exactly like these two spheres merging in each other. Но мне хотелось прожить это на физическом плане для того, чтобы ввести это качество в свой семинар.
but she wanted to live through this experience on the physical plan in order to include this in this seminar as well. Но раз это не произошло, значит не произошло, я, в общем-то, спокойно к этому отношусь. And it is how it is, it didn't happen so far. Может быть, когда-нибудь произойдет. Maybe someday it will happen, Может быть, нет. maybe not. Но в любом случае вы благодаря этому семинару, благодаря этим знаниям сможете реализовать любые проявления. But in any way, thanks to this seminar, thanks to the knowledge that you will gain here, you will be able to realize any desire that you have.
я говорю на каждом видео, и если это дойдет до людей, это будет просто революция в духовном плане. Сейчас мы разбираем аспект дыхания, поэтому я именно в этом контексте буду комментировать. Так вот, те эффекты, которые должны происходить при правильной практике, люди из них сделали как бы саму форму практики. То есть вот я показывала, как активировать восходящий и нисходящий поток, и показывала, как это проявляется, когда они идут. То есть тогда начинается самостоятельная подтяжка. И подтяжка это связано с тем, что тело начинает само расслаблять внутренние глубинные слои мышц, потому что мы можем расслабить только верхние слои мышц. И что самое сокровенное, самое сакральное, это то, что тело знает, какую мышцу, когда и как расслабить. Потому что если мы начинаем это все тянуть, это все равно, что мы берем семечко, посадили его, потом оно там начинает прорастать, а мы его начинаем тянуть. Мы нарушаем весь ход движения. Но так как люди не могут войти вот в это слияние, сплавление и слушание своего тела, и течение своей энергии, то они переходят в качество делателя. И, соответственно, они потом это все пытаются искусственно как-то подогнать под то, что им хочется. Да? Ну, то есть просто вся идеология перевернута. Энергия, для нее естественно течь правильно. И если она течет не туда, или она вообще не течет, да, когда человек там ее запихивает куда-то, это говорит о том, что на это есть причины. И эти причины, то есть если они являются защитными механизмами от достаточно серьезных последствий. Я же не зря приводила такой вот абстрактный пример, но достаточно показательный, что давайте представим убийцу, маньяка, который парализован. В таком качестве он мало вреда нанесет и себе, и окружающим. А давайте представим, что он не просто здоров, он еще имеет паранормальные способности, там, например, материализовывать, дематериализовывать, проходить сквозь стены, еще что-нибудь, да? Ясновидение у него. Сколько будет разрушений, и сколько будет негатива и для него, и для окружающих. Вот, то есть вот эти защитные механизмы созданы нашим сознанием для того, чтобы мы не навредили себе и не внесли дисбаланс, кармический дисбаланс. Вот. А люди, естественно, хотят просто какого-то результата, который они думают. То есть они хотят сломать эти механизмы, эти защиты, и называют это духовным развитием. Входит в силу, да, то есть он здесь продавил, да, он здесь запустил энергетический поток, но у него нарушаются моральные качества, то есть он, например, там становится, у него гордыня проявляется, или у него там проявляется агрессия, или еще что-то, или он залипает в этом качестве, в каком-то качестве, да, там, в качестве силы, дальше уже не двигается. Почему? Потому что как делатель он себя, можно сказать, закапсулировал, то есть он себя ограничил. И все, и поэтому я даже не могу представить, какое количество людей там за 10 тысяч лет занималось этими практиками. И сколько мы видим результатов. Да? Упражнения, которые больше всего травмируют или могут дать самый продуктивный результат, это то, что сегодня называется нулома-вилома или комхака, полноёговское дыхание, и то, что называется огненным дыханием. Причем огненное дыхание, конечно,
очень сильно может просто или убить, или дать мгновенный результат, если мы делаем правильно. Банхи, зажимы, замки, они как раз являются вот одной из таких кувалд. То есть это все равно, что человек хочет завести часы, они у него не заводятся. Он берет кувалду и начинает стучать по часам, а вдруг пойдут, да. Для меня самое печальное это то, что человек не реализует свой потенциал, просто умирает, просто тупо болеет и умирает. И это как-то не очень прилично.